Всем привет! Сейчас покажу 5 моментов, на которые нужно обратить внимание, чтобы не купить поддельную шину. Так как подделок на самом деле у нас много сейчас продается, и некоторые продавцы продают их под видом оригинала, поэтому нужно знать, на что обращать внимание, чтобы точно обезопасить себя от подделки. Итак, по упаковкам я тут не буду долго рассказывать. Это у нас оригинальная упаковка, это у нас подделка, но эта упаковка на самом деле очень низкого качества. Есть подделки прям как оригинал, поэтому здесь мы не будем на это обращать внимание и сразу перейдем к шине. Итак, как видим, шины очень похожи, то есть по цвету, по шрифту плюс-минус все одинаковое. Но есть 5 таких ключевых моментов, на которые следует обратить внимание. Ну, первое — это шрифт, то есть качество самого шрифта, качество краски на оригинальной шине у нас в разы лучше. То есть здесь у нас шрифт уже такой, он немножко кривой. Это видно на буковке Е. Ну и также на буковке R. Второй момент — это то, что на оригинальных шинах отсутствует отверстие под смазку подшипника, звездочки. То есть на оригинальной шине этого отверстия нет. На китайских оно имеется. Следующий момент — это то, что оригинальная шина у нас и имеет окрашенные заклепки. То есть у нас вся шина окрашена в один цвет. На подделке же у нас просто вот такие вот заклепки. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это точечная сварка. На оригинальной шине у нас точки все ровные, их хорошо видно, то есть они имеют вот такой вот вид. На подделке этих точек практически не видно. Они имеют совсем другой вид. Не знаю, будет видно на камеру. Следующее, на что нужно обратить внимание, это табличка с характеристиками. На оригинальной шине она у нас нанесена с помощью лазера. То есть все у нас хорошо читается. И она имеет вот такой вот вид. Уже это у нас на более новых шинах табличка вот таким вот способом наносится. Китайские же подделки используют еще табличку старого образца. То есть вот такую вот. Ну и видно качество, собственно, печати этой таблички. Здесь она у нас нанесена с помощью краски. Шрифты нечеткие. Ну, я думаю, тут как бы и так все понятно. Еще на что нужно обращать внимание, это то, что на оригинальных шинах у нас всегда имеются вот такие вот точки. Они могут быть как желтого цвета, так и зеленого, как в данном случае. Зеленые точки — это у нас обозначают шину с уменьшенной отдачей. Такие же метки у нас имеет и шина на 180 штиле. То есть также она у нас окрашена в зеленый цвет. Ну и табличка, соответственно, также нанесена лазером и имеет вот такой вот вид. На поддельной сами видите какая. И еще немножко забегу вперед. Вот такого вот плана шины с вот таким вот дизайном подделки я не встречал. То есть подделки идут в основном вот такие вот стандартные шины. Ну и последний момент, на который нужно обратить внимание, это сам паз шины. На оригинале он идет у нас не окрашен. И также через него просматриваются места, то есть где у нас именно была точечная сварка. На подделке у нас полностью окрашенный паз. Не знаю, наверное, сделали для лучшего скольжения цепи. Ну и, собственно, никаких следов точечной сварки здесь у нас не наблюдается. Ну, вот такие вот основные отличия оригинала от подделки. Надеюсь, кому-то это видео поможет. Ну, у меня на этом все. Кому было полезно и интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.